выпуск, значит, с выставки. Вернее, выставка начнется завтра. Сегодня мы монтируем наш стенд. Значит, на самом деле информации для прямого эфира достаточно много накопилось, но если сегодня попытаться ее все выложить, это будет слишком долго, слишком сложно. Давайте сейчас сфокусируемся на одной важной вещи, о чем бы я хотел рассказать. То есть вы наверняка видели уже информацию о том, что мы с Бахрейном подписали соглашение. Вот. Дополнительные комментарии часто просят у нас, да, наши инвесторы, что это означает, что это, как это будет выглядеть и так далее. Значит, смотрите, означает ровно то, что мы подготовили когда-то архитектурную концепцию, ну, просто в виде рисунка. Передали ее президенту хоккейной федерации Бахрейна. Значит, он заинтересовался этой самой концепцией. И не только он, а весь клуб хоккейный тоже, соответственно. И уже в устной форме были обсуждения в верхах Бахрейна о возможности реализации такого проекта. Предварительно в устной форме получено согласие, вот, и предложена дальнейшая проработка. Поэтому было уже с нами официально заключено соглашение, которое состоит из 3 этапов. Будет... Что такое? Не идет? Идет эфир? Ты мне что-то жест покажешь. Я говорю, идет? Все окей? Ну, извините, да, друзья. Значит, на чем я остановился? Значит, он будет состоять из 3 этапов. Первый этап. Это сейчас мы более подробно подготовим проект, архитектуру. Вторая встреча у нас должна будет быть уже, Федерация хоккея нам уже должна будет продемонстрировать то, что земельный участок им передан для реализации такого проекта. Чуть-чуть позднее расскажу, что именно подразумевается под таким проектом, да? Вот. Ну, а третий этап – это когда уже мы сможем подписать соглашение о начале строительства, тогда, когда у них будут к этому самому земельному участку уже все разрешительные документы. Поэтому, друзья, на самом деле это очень хорошая вещь, очень хорошая новость. И в течение 1,5 лет, ну, они с запасом взяли срок, в течение 1,5 лет все эти 3 этапа мы должны преодолеть. Но опять же, в устной форме мне сказали, что, в принципе, это будет все намного быстрее. Насколько быстрее, я сказать не могу, потому что от меня это не зависит, да, в данной ситуации. Что у нас еще происходит, на самом деле, последнее время здесь, в Дубае, да? В определенный момент получен был запрос от шейха Дубай, с которым мы очень давно уже дружим, давно общаемся. Посчитай, пожалуйста, сколько будет стоить построить такой объект с возможностью генерации электрической энергии. Посчитай, пожалуйста, без жилья, сколько он будет стоить. Ну, без жилья в качестве концепции можно, конечно, такой объект реализовать. Но появилась поинтереснее идея. Дело в том, что у меня есть еще одно изобретение, значит, это гидроэлектростанция нового типа, без привязки к местности. Как именно она работает и как она устроена, значит, завтра у нас в 12 здесь на выставке вы сможете это понять и узнать. Значит, вот эти трубы вы видите, да, за мной? Вот это как раз и есть гидроэлектростанция, которая использует силу природы. Сила тяжести и сила Архимеда. Вот. И также завтра в 12 мы запустим здесь, значит, на Бетексе наш стенд. А завтра в 12 мы выложим ролик с подробностями, как это работает, как это устроено. И завтра в 12 мы запустим возможность инвестирования в этот проект. Ну, как обычно, в первые дни цена будет очень и очень низкая, потому что, как правило, в первые дни заходят и инвестируют только лишь те, кто хорошо нас знает и разбираются, ну, в общем, близкие наши друзья, наши инвесторы. Так, ну и, значит, что мы еще... Наверное, стоит с камерой сюда подойти.
И я вам покажу, что мы сегодня обсуждаем здесь в Дубае. Наверное, прям поближе, чтобы я мог альбом показать, да? Что мы обсуждаем здесь в Дубае? То есть у нас вот такая концепция. Вот, это солнечный парк, территория солнечного парка в Дубае. Это музей инноваций, это здание уже существует. И здесь мы предлагаем установить наш 156-метровый концепт, который сможет давать 3 мегаватта электрической энергии. По этой теме уже разработана дорожная карта, кто с кем что согласовывает. И это дело должно сразу сдвинуться, как только Его Величество посетит наш офис здесь в Дубае. Буквально вчера я был у него, сказал, что на выставку VETEX нет возможности прибыть, но до конца ноября получил обещание, что, соответственно, он у нас побывает в VETEX для того, чтобы, в VETEX в офисе, для того, чтобы мы показали вот эту нашу новую обновленную концепцию с вот этой гидроэлектростанцией, да? Здесь мы представили в этой подаче сравнительный анализ с солнечной энергетикой, с горизонтальной ветроэнергетикой и наш объект. Мы буквально, наверное, завтра у нас посчитана стоимость этого объекта. Уже очень много сделано, значит, по этому проекту. Более того, у нас уже даже подготовлен проект, кроме визуализаций, самый настоящий, да. Ну, в общем, вот это вот на профессиональном языке называется макулатурка. В общем, у нас ее более чем уже достаточно. И я надеюсь, что после посещения нашего офиса мы получим, вот, так сказать, зеленый свет на старт реализации такого объекта. Но если не получим здесь его в Дубае, я напомню, что у нас есть соглашение с Бахрейном. Вот. И, в общем-то, есть еще приглашение в Индию. Это примерно должно будет состояться 15 декабря. 15 декабря визит в Индию. Есть, собственно, тоже уже наброски, наметки интересной встречи по Индии. Ну что, ребят, еще давайте пройдем к нашему новой нашей истории, да? Наверное, прям поближе подойдем к ней. Понимаю, что никто никогда не видел такого. И, кстати, друзья, в Сингапуре у нас уже получен патент и в России. В Сингапуре и в России у нас уже есть патент на эту самую систему. Здесь что значит? У нас представлен сосуд, наполненный жидкостью. И есть гидрошаттл. Вот. Гидрошаттл в реальном объекте, в прототипе мы планируем сделать его массой 5 тонн, а в реальном объекте, после прототип 156 метров, который, да, в реальном объекте масса будет гидрошаттла уже порядка 100 тонн. И как это устроено, как это работает? Значит, мы подаем воздух попадает в камеры, гидрошаттл, который массой 5 тонн, становится легче, чем вода, и он совершает движение наверх. В процессе движения его наверх жидкость перетекает через центр. Перетекая через центр, она вращает генератор. Когда достигаем мы верхней точки, верхняя точка, соответственно, она может быть 10 метров, 100 метров, 500 метров, хоть километр, как вы можете догадаться. То есть будет подниматься, пока вода не закончится, да? Значит, воздух, который будет находиться под высоким давлением, мы будем рекуперировать, и там будут вращаться уже воздушные турбины. Вот. А затем этот самый гидрошаттл приобретет отрицательную плавучесть и начнет движение вниз. В процессе его движения вниз вода будет повторно перетекать через центр и повторно вращать турбину. Вот. И ну, давайте более подробно, как это устроено, завтра вы в ролике увидите. Кстати, друзья, сразу предсказываю, что, наверное, будут какие-то отзывы о том, что это вечный двигатель какой-то и так далее.
Но на что здесь надо обратить внимание? Это обычная гидроэлектростанция, просто-напросто она в таком виде, в котором еще она не существовала. Обратить на что нужно внимание? Вот, например, гидроэлектростанция классическая на реке, да? Если мы говорим здесь, что это вечный двигатель, то мы также и должны о той гидроэлектростанции сказать, что это тоже вечный двигатель. Почему? Потому что там силы природы, они переносят воду повторно наверх, да? И эта вода, двигаясь по течению вниз, она совершает работу по вращению турбин. Точно так же работает, не точно так же, а на таких же принципах природы, природных принципах работает приливная станция. Приливная станция, ну, тоже, если кто-то не знает, что это такое, просто погуглите. То есть прилив, есть отлив. Луна, как бы, да, делает эту самую работу. И, соответственно, происходит движение воды. Если мы на пути движения этой воды возводим препятствия, когда вода заполняется, мы в нужный момент открываем клапан, то вода начинает с хорошей силой, с хорошей струей перетекать, вращая при этом гидроэлектростанцию. И когда у нас происходит отлив, тоже мы в определенный момент открываем клапан, и, соответственно, вода, перетекая обратно, проходя обратным путем, соответственно, также опять вращает турбину. Здесь у нас, опять же, сила Ньютона, сила притяжения и сила Архимеда. Поэтому это никакой не вечный двигатель, но это просто новое, интересное устройство, на которое мы уже получили патент и в Сингапуре, и в России. И, конечно же, мы будем делать заявки. Конечно же, мы будем делать заявки в как можно большее количество стран, но не меньше, чем 75. То есть мы тем самым охватить должны будем нашей монополии, ну, процентов, наверное, 80 населения планеты. Поэтому, друзья, мы завтра утром мы сделаем, не завтра утром, завтра в 12 по времени Дубая мы сделаем прямое включение, и вы уже здесь сможете в прямом эфире увидеть, как же это устройство работает. Так, ну что я еще хотел показать? Ну, наверное, в общем, информации, друзья, много, но завтра в 12 часов получите, в принципе, ответы на все вопросы. Если говорить о других новостях, то, наверное, сейчас не совсем это вовремя, потому что у нас еще очень много работы. Сегодня нам осталось 5 часов на монтаж. Через 5 часов здесь все будет как новенькое, и уже не должно будет никого быть, поэтому у нас много работы. Обязательно участвуйте завтра в 12 в эфире. Смотрите, разбирайтесь, что такое проект «Вода». И да, кстати, друзья, еще наверняка возникнет у нас вопрос, мол, еще ветер не запустили, город не запустили, а уже третий проект появляется. Да, это так, но каждый из этих проектов, он способствует развитию друг друга. Например, как я уже говорил, что здесь от высшего руководства Дубая поступил вопрос: а ты посчитай, пожалуйста, без жилья, сколько это будет стоить, твое здание, да? То экономика там бы не очень хорошая получилась. Почему? Потому что как раз здания, они являются бесплатными концентраторами этой самой энергии. И как раз они удерживают эти огромные площади. Welcome, boss. Как раз они удерживают огромные площади ветроэлектростанций, поэтому, ну, просто без жилья, если их специально возводить, ну, это было бы дороговато. Поэтому было дополнено это решение еще вот этой самой гидроэлектростанцией, и поэтому у нас появился вот объект именно вот в таком дизайне. Ага. Подойди, пожалуйста. И поэтому у нас появился объект именно в таком дизайне, где у нас две технологии: и ветер, и вода, и проект «Вода», так назовем, да? Поэтому они друг друга дополняют. Они могут существовать друг от друга отдельно, да, это так. Но они могут существовать и вместе. Поэтому наличие такой концепции, где мы используем вместо жилых помещений
наши эти самые гидрошаттлы, как это в разрезе выглядит, да? То есть в центре ветроэлектростанция, а внутри этих самых концентраторов это у нас трубы, заполненные водой. В концепте это будет примерно в таком масштабе. Один гидрошаттл будет, масса у него порядка 5 тонн. Примерно вот так это будет выглядеть в масштабе с человеком. Здесь расписано по элементам, как это, что, из чего, основные элементы, из чего он состоит. Но завтра, друзья, завтра в 12 по Дубай. Все подробности будут раскрыты. В ближайшие дни прямо здесь в выставке наверняка сделаем зум. Если у кого-то накопятся вопросы, сразу в зуме будем отвечать. Может быть, это будет прямой эфир, YouTube. Ну, в любой из удобных форматов сделаем. Поэтому